Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Итак, садовые работы в июле. Кратко. Вот сейчас большинство плодовых деревьев стоят с плодами. Вы ждете этого урожая. Вон их сколько завязалось, этих яблок. Это, кстати сказать, та яблонька, которую я кольцевал в прошлом году, о чем снимал видео. Напомню, все ссылки в описании, переходите, смотрите. Плодов очень много. И под тяжестью этих плодов ветки гнутся. Вы ждете урожай, а в результате в один момент можете своего урожая полностью лишиться. Почему? Потому что эти ветки могут просто сломаться. Поэтому обязательно делайте опоры. Опоры могут быть самые разнообразные. Это можно в виде каких-то, типа швабры конструкции делать. Втыкаете в землю и на вот эту перекладину кладете ветку. Более правильным считается подвязка веток, но не подвязывайте к стволу, особенно у молодых растений, потому что может сломаться не только ветка, а может сломаться полностью дерево. Привязывают ровный прочный шест к стволу, а уже к этому шесту подвязывают ветки оттяжками. Я использую более простые методы, как говорится, то, что есть под рукой. В данном случае вот просто такие доски, небольшие пазы выпилил. Под тяжестью ветки вертикально она отлично стоит, даже когда дует ветер, никуда не девается. И даже экзотические варианты использую. Вот ничего не нашел высотой 2 метра, кроме как старую дверь. Отличная подпорка получилась. Еще и такой интересный вид у этого. Именно сейчас, летом, в июле, на наших плодовых деревьях не только зреет урожай, но и закладываются цветочные почки будущего урожая, урожая будущего года. Поэтому наше дерево ни в чем не должно испытывать недостатка. В первую очередь это касается поливов и подкормок. Если жара стоит, если засуха, обязательно деревья поливайте в этот период. Напомню, это очень важно для закладки цветочных почек. И удобряйте. Но помните золотое правило. Если вы удобряете под корень, азотные удобрения вносят до середины лета, то есть до 15 июля. В южных регионах допустимо до конца июля вносить. Почему? Внесение азотных удобрений в более поздний период вызывает рост побегов. Побеги к зиме могут не успеть вызреть и могут просто вымерзнуть. Если для большого старого дерева это не очень критично, подмерзнут там кончики немножко, ничего страшного, то для молодого саженца потеря нескольких побегов в принципе может стать фатальным явлением. Он может попросту погибнуть, или остановиться в развитии. То же самое, побеги, если все-таки продолжают расти достаточно долго, ближе к августу, в конце июля, стоит их прищипнуть. У меня даже видео есть на эту тему, как, собственно говоря, управлять деревом без обрезки. Как его формировать без обрезки, какие операции вообще существуют для того, чтобы увеличить плодоношение и вообще формировать правильно дерево. Поэтому переходите по ссылочке в описании и смотрите. Напоминаю, что июль это отличное время для летней обрезки плодовых деревьев. Об этом есть у меня видео. То же самое переходите по ссылочке, смотрите. Там я рассказываю подробно, что мы удаляем, на каких культурах мы удаляем и, собственно говоря, для чего мы это делаем. Следующий важный момент. Обязательно удаляйте прикорневую поросль. Очень часто наши привитые какие-то деревья плодовые дают огромное количество вот этой поросли, которая идет от корня. Это дичка, она вам не нужна. Она отнимает у дерева очень много сил. Дерево тратит эти силы на эту поросль, но при этом толку от нее никакого не будет уже. Обязательно безжалостно удаляйте, но удаляйте правильно. Слегка раскопайте и прямо на уровне корешка отрезайте, а потом засыпайте землю назад. Окулировка. Считается официально, что середина июля это отличное время для окулировки. Но я в очередной раз повторюсь, не ждите каких-то подсказок блогеров и указаний. Для окулировки самое лучшее время это когда идет активное сокодвижение, когда отслаивается кора. В этом году у нас дождей много, поэтому просто берем ножик, подходим, делаем небольшой разрез и смотрим, как отслаивается кора. Если она отслаивается хорошо, вполне можно делать окулировку. Я считаю, что окулировка это самый простой способ прививки. И у него есть еще одно преимущество. Вот вы его сейчас сделаете, если, в принципе, через 2-3 недели уже понятно, прижилась она или нет. И если вы видите, что не получилось, что эта прививка не получилась, значит, можно повторить, у вас еще достаточно времени. То есть, в принципе, у вас большой диапазон по времени для того, чтобы делать эту самую прививку. На мой взгляд, просто и удобно. Да, к сожалению, расти она уже начнет только в следующем году. То же самое, для сохранения нашего вот этого урожая и для будущего урожая очень важно ходить по саду, регулярно осматривать на предмет болезней и вредителей. Гораздо проще подавить это все сразу, когда это только в зачаточном уровне, чем когда это все распространилось на все деревья, на весь ваш сад. Потом бороться с эпидемией уже достаточно сложно. Поэтому заметили, в руки берете опрыскиватель и обрабатываете. Ну и, наконец, напомню, что все-таки июль месяц, даже вот так, как у нас сейчас в этом году каждый день практически идут дожди, тем не менее,
посадка растений, если вы осуществляете, то только контейнерные культуры. Контейнерные можно, даже в жару, высадив, полив, потому что корневая система не разрушена. Сажать растения с открытым корнем, ну, фактически нельзя в это время. Хотя, опять же, я когда-то снимал видео, что если подойти к вопросу умело, то можно. Я выкопал, помню, грушу, но я посадил не на открытом месте, я посадил ее в контейнер, контейнер поставил в тенек и регулярно поливал. Вот так она у меня выжила, и сейчас на ней уже первые плоды. Сейчас в июле на наших ягодниках активно зреет урожай. Смородина, крыжовник, малина. Напоминаю, что именно в это время они отлично размножаются черенками. Если у вас есть какой-то хороший сорт, или у соседа, или у знакомых, берите черенки, вот такие вот не древесневшие, они быстро и хорошо в тенечке, под баночкой, при умелых поливах регулярных хорошо размножаются. Малина. С малиной сейчас тоже очень важная работа. Напомню, я выращиваю ремонтантную малину для получения 2 урожаев. Вот урожай, который сейчас в июне, в начале июля у нас. Побеги уже одревесневшие. Вот сейчас мы соберем этот первый урожай и полностью этот побег должны удалить. А у нас вот выросли уже новые побеги. Вот сейчас, когда они достигли высоты 1,20 м, 1,50 м, ну, садовники спорят на эту тему, на какой высоте, но тем не менее, примерно на высоте 1,5 метра, вот сейчас, в июле, стоит это дело прищипнуть, удалить верхушку. Для чего? Она начнет выпускать боковые побеги, и количество урожая будет больше второго. Второй урожай будет приблизительно, ну, в конце лета, где-то в начале осени, до заморозков у нас. Чем больше у вас появится боковых веточек, тем больше у вас будет урожая. Ну, естественно, не забываем малину регулярно поливать и удобрять для получения хорошего урожая и второго. Вот выращивание малины для 2 урожаев требует, конечно, немножко больших забот в плане подкормок. Важный момент. Сколько оставлять побегов на одном кусте? Всегда рекомендуется 4-5, ну максимум 6 вот таких побегов мощных на один куст. Тогда они действительно будут хорошо развиваться и дадут хороший урожай. Пару слов про садовую землянику. Наверняка усы у вас укореняются. Стоит оставить 1-2 крепких вот этих укореняющихся уса. И приблизительно где-то в конце июля, ближе к августу уже, вы можете их отсекать и высаживать уже на постоянное место. Естественно, в июле у нас цветники в своей полной красе находятся. Только помните одно очень важное правило. В чем цель растения, когда оно цветет? Завязать семена. Когда семена завязались, цвести дальше ему нет никакого смысла. А нам от него нужно наоборот, чтобы оно цвело обильно и дальше. Чем дольше, тем лучше. Поэтому, когда отцвели, когда начинают завязываться семена, все эти соцветия нужно удалять. На розах, на гортензиях, ну, в общем, на всех растениях, которые вам нравятся и которые цветут. Когда вы срежете, вы таким образом стимулируете растения на дальнейшее цветение. Конечно, обильно цветущие кустарники лучше удобрять какими-то, ну, я лично комплексными минеральными удобрениями, потому что надо им дать силы на вот это вот будущее новые волны цветения. Обязательно, если вот такие тяжелые шапки, особенно после дождя, ну, вот как у гортензий или других каких-то растений, цветков, обязательно ставьте опоры, потому что, опять же, они просто будут лежать на земле, это будет не очень красиво, да, в принципе, и сломаться могут. Поэтому ставьте опоры, вот эти все высокорослые, тяжелые цветы обязательно нужно как-то укреплять. Обязательно проверяйте свои цветущие растения, точно так же, как и плодовые какие-то растения, на предмет болезней и вредителей. Точно так же их поражают тли, мучнистая роса, паутинные клещи и наносят им непоправимый вред. Поэтому осматривайте и их. В июле, кстати сказать, хорошее время для сбора урожая некоторых цветущих культур. Каких? Шалфей, лаванда. Вот у меня лавандин, вот у меня лаванда с этой стороны цветут как раз сейчас. У лаванды есть такое тоже интересное правило. Если вы хотите зимние букеты засушенные дома держать, то срезать ее нужно вот только-только, когда бутончики начинают раскрываться. Если же вам нужно ее какие-то эфиромасличные свойства, то срезают как раз в момент пика цветения. Поэтому это все дело учитывайте. Кстати сказать, так же как и плодовые растения, сейчас самое время проводить прививку окулировкой, но я имею в виду розы и сирени. Единственное, их обязательно перед этой процедурой стоит как следует полить за несколько дней и обязательно подкормить каким-нибудь удобрением, содержащим азот. Вот тогда действительно окулировочка пройдет у вас хорошо. Ну и хризантемы. Вот сейчас в июле, если вы выращиваете вот эти мелкоцветковые хризантемы, красивой такой шапкой цветущие, для получения этого эффекта вот сейчас в июле нужно прищипнуть кончики. Для чего? Опять же для того, чтобы просыпались какие-то боковые веточки и количество вот этих бутонов, будущих цветков увеличивалось. Не забудьте это сделать.
Ну, еще пару слов про огород, конечно. Конечно, огородом я особо не занимаюсь. Все вы знаете, что у каждого овоща есть свои правила выращивания. Единственное, что я вам посоветую, не допускайте загущения и обязательно регулярно точно так же осматривайте и обрабатывайте от всевозможных вредителей, от болезней. Колорадский жук, фитофтора, совки всевозможные. Следите за этим. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Красивого сада, хороших урожаев, здорового сада. Всего доброго.